Бидж Уилкокс стоял, прислонившись к тополю, и наблюдал за нервной суетой Фрэнсиса Мейсона, которая его немного забавляла и немного раздражала. Худощавый, с волосами и бородой цвета снега, тающего от чинука, и крепкий, как вяленое бизонье мясо, Бидж был человеком суровым. Покуривая свою короткую трубку, он все же не мог полностью расслабиться. Человек не может долго прожить на индейской территории, если позволит себе расслабиться и перестанет думать об опасности. А Бидж прожил здесь 40 лет. Интуитивно он посмотрел назад, откуда они пришли, в сторону армейского форта, находившегося к северу, в 2 днях пути. Опасность от предстоящей встречи может прийти оттуда, если майор догадается, что Мейсон разыскивает шайеннов. Однако в прерии не было заметно никакого движения. Опасность могла прийти также и с юга, где расположился лагерь шайеннов. Во всяком случае, он находился там неделю назад. Ожидание в зарослях тополей имело свое преимущество, можно было издали, не выдавая себя, в случае опасности, заметить клубы пыли. Хотя Бидж и презирал Фрэнсиса Мейсона, который его нанял, он вынужден был признать, что этот чужак из Филадельфии – человек смелый и решительный. К тому же у него есть деньги. За услуги он расплачивается. 2 года он повсюду разыскивает своего брата. На факториях, в армейских фортах. По всему фронтиру. Фрэнсис Мейсон присел покурить. Но не выкурив и одной трубки, снова начал суетиться около подарков, разложенных на одеяле, передвигая и перекладывая карабины, красную материю, бусы и ножи. Чтобы все выглядело как можно лучше. Что он сказал? Когда придет? Требовательно спросил Мейсон. Он вообще не говорил, что придет. Почему он должен мне доверять? Я же белый. Как же он может быть моим братом Чарльзом? Настойчиво выпытывал Мейсон. Чарльз был образованным человеком. Писал стихи. Мы издали книжку. Я никогда не обещал привести на эту встречу вашего брата. Напомнил ему Бидж. Человек, с которым я говорил, вождь шайеннов. Еще немного, подумал Бидж, и я расскажу, каким он был, когда я впервые увидел его 30 лет назад. А вождь шайеннов с полудня шаманит по ту сторону желтых холмов. Потому как вели себя птицы, Бидж понял, что там кто-то есть. А тонкая струйка дыма свидетельствовала о том, что костер был ритуальный. Это хороший знак. Если бы индеец думал скрываться, тогда невозможно было бы что-то обнаружить. «Вы сказали, — тихо проговорил Фрэнсис Мейсон, — что у него на щеке есть отметина. Большое красное пятно, похожее на отпечаток руки. Сколько человек на свете может иметь подобное родимое пятно? Только один. Подумал Бидж Уилкокс. И белый человек такую отметину называл знак Каина. Вслух Бидж сказал: «Вы же знаете, что индейцы раскрашивают себе лица. Красная рука – талисман этого вождя. Обычно индеец уходит в уединенное место за холмы, ничего не ест или проходит через испытания на священном шесте. И ему является видение. Священный знак, талисман – его будущий покровитель. Я только сказал, что передам вашу просьбу Шайену с красной отметиной на лице. И пообещал ему подарки, если он придет сюда, поговорить с вами.
Я это выполнил. Хотя, когда меня встретили его воины, тогда я мог бы лишиться своего скальпа. Вождь рискует собой, согласившись приехать так далеко, без боевого отряда. Напомнил Бидж. Однако, он не позволил привести вас к Шайеннам. Он хочет оградить от опасности свой народ. Вот бы обрадовался майор, если бы ему удалось здесь схватить его. Подумал про себя Бидж. Уже много лет солдаты пытались заставить вождя по имени Священная Метка подписать договор. Но он всегда присылал один ответ. Стрелу с засохшей на ней кровью. Солдаты все еще продолжают его разыскивать. Но теперь уже, конечно, не для переговоров. В ожидании Бидж снова прислонился к стволу дерева. Тонкая струйка дыма за холмом исчезла. Солнце хорошо прогревало потерявшие гибкость суставы. Он бы не пришел, продолжал Бидж, не пообещай я ему карабины и патроны. Это для него главное. Лошади — это так. Для престижа. А все остальные подарки для красоты. Если не считать тех вещей, подумал Бидж, которые Мейсон разложил на одеяле, заготовив их как ловушку. Кто знает? Возможно, ловушка и сработает. Хитрый этот чужак из Филадельфии. Веха, который плетет свои сети. Интересно, случайно это или нет? Что веха на языке шайеннов означает и паук, и белый человек. Словно угадав мысли Биджа, веха промолвил. Я уже говорил, что заплачу $1000, если кто-то приведет моего брата. Бидж что-то проворчал. Паутина веха унизана золотом, которого хватит, чтобы человек какое-то время жил в комфорте. Траппер не думает о комфорте. Разве что в тех редких случаях, когда он у него есть. Ну а если работа исчезает вместе с торговлей пушниной, а молодость уходит с годами? Если старые раны напоминают о себе, и суставы теряют подвижность. Что остается тогда? Армия не нуждается ни в гражданских скаутах, которые уже не могут целый день проводить в седле, ни в охотниках, которые не способны заготовить вдоволь мяса. Другое дело — человек с $1000 в кармане. Человек, которому хорошо знакома торговля с индейцами. Бидж стал прикидывать, какой товар должен иметь торговец. Фрэнсис Мейсон вздрогнул и посмотрел назад, в сторону форта. «Я наблюдаю», — сообщил Бидж. «Там все спокойно. Но через несколько минут кто-то появится с другой стороны, из-за желтого холма. Хорошо бы вы сели и вели себя так, как будто вас это не касается». Через несколько минут он сказал: «Едут 2 индейца». Бидж выстрелил из ружья в воздух и пошел навстречу всадникам, выкрикивая на языке шайеннов: «Добро пожаловать, друзья! Добро пожаловать!» Приветствие стрельбой в воздух из ружья — старинный знак мира. И в настоящее время стало бессмысленным. В молодые годы Биджа в ходу были кремниевые ружья Хоукена. И приветственным выстрелом разряжали ружье. Тогда это действительно было проявлением доброй воли. Теперь же в руках Биджа был Генри, в котором после выстрела оставалось еще 5 патронов.
так что приветствие выстрелом было ничем иным, как ложью. Бидж в своей жизни встречал много лжи. Вся эта встреча была рискованной затеей, а он уже не мог, как в юности, с радостью встречать опасность. Рискнуть, однако, стоило. Мейсон заплатил за то, что Бидж устроил эту встречу. И заплатит еще 1000, если он скажет. Это именно тот, кого ты искал. Кроме того, Бидж сможет наконец узнать разгадку того, над чем давно уже ломал голову. Почему такой человек, как Каин, явился на запад? И почему он превратился в индейца? Оба всадника приветствовали его. Стройный юноша, лет 17, скромно одетый, потому что не успел еще завоевать достаточно почетных украшений для своей одежды. И величественный пожилой мужчина, у которого было столько почетных боевых регалий, сколько может добыть храбрый воин, прожив достаточно долгую для этого жизнь. «Это священная метка», — сказал Бидж. А молодой индеец, его третий сын, по имени тот, кто управляет своими лошадьми. Он будет переводить. Мейсон не догадался спросить. Каким образом молодой индеец мог выучить английский язык, если никогда не жил среди белых? При виде надменного юноши и полного достоинства пожилого вождя Биджа прямо выворачивала от зависти. Если бы я, размышлял он, не отправил своих женщин назад в типи их отцов. Девушку из племени Шашон, 2 из племени Хунпапа, женщину из племени Кроу, которую я звал Салли, или хотя бы из племени Ри, которая чуть было не замучила меня своей болтовней. Если бы я продержал их дольше одной зимы, то у меня были бы теперь свои сыновья, чтобы добывать мясо. И мне не понадобились бы сребреники Иуды. Но я их всех выгонял. И мои сыновья, если они, конечно, были, уходили вместе с ними. Кто знает, сколько моих рослых мальчиков-полукровок живет сейчас в индейских типе. Я никогда не смог бы остаться с ними, не смог бы стать индейцем. Господи, я все-таки белый. Я сам веха. Он скупо улыбнулся и, прищурившись, посмотрел на священную метку, ненавидя его за все, что тот имел. Волосы вождя Шаеннов были заплетены в 2 седые косы, которые были стянуты шкурками выдры. Пятно в виде большой красной руки ярко выделялось на коричневом лице. В ушах висели серебряные медали. На нем были знаки отличия за отвагу, доказанную во многих сражениях. Одежда, которую можно было добыть только ценой отчаянной смелости и крови. Храбрость его была настолько очевидна, что он мог позволить себе особенно не хвалиться ею. На нем не было головного убора из орлиных перьев. Достаточно было боевой рубахи, которая говорила сама за себя. Рубахи из оленьей шкуры, с бахромой из человеческих волос. Издав какой-то неопределенный звук, Фрэнсис Мейсон шагнул вперед. «Говорить буду я», — предупредил Бидж. На нем боевая рубаха. Бидж говорил долго, соединяя резкие, гортанные слоги языка шаеннов с привычным языком жестов. Человек с красной меткой на лице ответил коротко. Он говорит, что не может задерживаться
объяснил Мейсону Бидж. Просто оказался тут на короткое время. Бидж продолжал говорить, упрашивая, показывая жестами на подарки, разложенные на красном одеяле. Старый воин подъехал и посмотрел на подарки. Он кивнул головой и спешился. «Вот как. Ты стал немного прихрамывать», — подумал Бидж, и обрадовавшись при виде его хромающей походки. «Зато у тебя есть сыновья добывать мясо и жена, чтобы его готовить». Молодой индеец со вздернутым кверху подбородком и с воинственным взглядом привязал лошадей и вернулся, не выпуская ружья. Отсутствующий кусок металла на ружье заменяла полоска крепкой кожи. «Этот человек — Мейсон», — сказал Бидж. «Предлагаем раскурить с нами трубку. Вы не против?» Он отвечает, что согласен, ответил молодой индеец. Бидж вынул трубку из дорожного мешка, набил ее табаком и с соответствующей церемонией зажег. Он вздохнул с облегчением, когда подошла очередь Мейсона, и тот закончил неуклюжие манипуляции с трубкой. «Теперь вы можете говорить», — сказал ему Бидж. Мейсон, пристально смотревший на старого Шайенна, сию минуту повернулся к молодому индейцу и с полной уверенностью произнес: «Скажите ему, что я его брат Фрэнсис». Бидж пришел в замешательство от такой прямолинейности, но молодой индеец перевел. И затем спокойно ответил: «Он вас не знает. Не понимает, что вы имеете в виду. Его братья Шайенны». «Но родимое пятно!» — вскрикнул гость из Филадельфии. Я узнал его по красной отметине на лице. Когда юноша перевел, старый воин произнес целую речь. «Великий дух», — переводил молодой индеец, наделил его этой отметиной, чтобы ни один человек не смог убить его. Он не понимает, почему вы хотите его видеть. Он хочет, чтобы вы ушли и оставили его в покое. Скажите ему, что отец умер». В отчаянии закричал Фрэнсис Мейсон. «Мы хотим, чтобы он вернулся домой. Он не может разделить ваше горе. Он не знает вашего брата. Ему нет надобности ехать домой, потому что его дом здесь, где мы находимся сейчас, и дальше, намного дальше, чем видит ваш глаз. Куда идет Шайен, там его дом, в типе его народа». Старый воин сделал движение, словно хотел подняться. «Нет», — подумал Бидж, — «еще надо выяснить две вещи. Дружище, почему ты явился на запад? Ты так и не сказал мне, когда мы охотились вместе прошлой зимой. И почему стал индейцем? То, чего не смог сделать я сам». Фрэнсис Мейсон смотрел на старого воина, и слезы текли по его щекам. Он плакал и не стыдился слез. Наконец, он сделал верный шаг. «Согласен ли мой брат Шайен выслушать мою историю?» — смиренно спросил он. «Вождь выслушает вас. Ему грустно, что вы потеряли брата», — сообщил сын вождя о желании своего отца выслушать рассказчика. «Много лет назад произошла дуэль», — начал Мейсон, — «и был убит человек». «Говорите проще».
подсказал ему Бидж. Дуэль — трудное слово. Рассказывайте суть. Наконец-то молча радовался Бидж. Я все узнаю про молодого человека, назвавшего себя из-за пятна, которым отметил его Господь Каином. Много лет назад. Снова начал Мейсон. Два молодых человека поссорились. Я был одним из них. Другого звали Каушорн. Мы решили драться. На рассвете стреляли друг в друга из пистолетов. На моей стороне был мой сводный брат Чарльз. Я убил человека по имени Каушорн. Он умер. «Человек, который умер?» — спросил старый воин. «На его стороне тоже кто-нибудь был? Или он был один?» С ним тоже был друг. И еще доктор, шаман. Существовали правила для таких случаев. Мы придерживались этих правил. Молодой индеец перевел удивленный вопрос вождя. Он не понимает. Что делали белые люди? Человек, который умер. Он был из враждебного племени. Он был моим товарищем. До того, как мы поссорились. С трудом подавив волнение, ответил Мейсон. У Шайеннов, перевел с оттенком превосходства молодой индеец. Тот, кто убил своего сородича, изгоняется из племени. Потому что он сделал плохое дело. Мой отец этого не понимает. Да, это было плохое дело. В голосе Мейсона была слышна мольба. Мы действовали по обычаю, который был против закона. Справившись с волнением, он продолжал. Отец изгнал Чарльза. Дал ему денег, чтобы он ушел, и никогда не возвращался. Но молодой человек, которого изгнали, ваш брат. Он ведь никого не убивал. Да, он не сделал ничего плохого. Только был на моей стороне в этом поединке. Я просил его об этом. Тогда почему он ушел? Он понял, что от него хотят избавиться. Это наполнило его сердце болью. Наверное, он возненавидел нас за то, что мы с ним сделали. Старый воин некоторое время сидел, задумавшись. Затем снова заговорил. «Мой отец хочет знать», — перевел юноша. «Вы пытались удержать брата?» «Я не знал, что он решил уйти», — сказал Фрэнсис Мейсон. «Мой отец запретил мне выходить из комнаты, из моего жилища, и я ничего не знал, пока Чарльз не ушел. Конечно, я должен был пойти за ним». Взволнованно продолжал Фрэнсис. «Я мог бы узнать, куда он ушел. Но я боялся отца». «Бояться — это плохо, но сказать об этом означает очистить сердце», — перевел молодой индеец. «Мой отец не понимает. У Шайеннов сын не боится своего отца. Он не понимает. Почему ваш отец любил одного сына больше, чем другого?» «Потому что у него на лице было пятно», — чуть слышно произнес Фрэнсис Мейсон. Оно делало его не похожим на других людей. След на щеке, как отпечаток красной руки, как знак на лице моего брата, вождя Шайеннов. Священная метка и Фрэнсис Мейсон молча смотрели в глаза друг другу. Всматриваясь в лицо Каина, Бидж Уилкокс видел,
как изменили его годы. Гордость и сознание собственного достоинства чувствовались в поднятом подбородке. Стойкость и решительность в очертании широкого рта. Дни скорби и праздничные дни избороздили морщинами его щеки. Бидж высоко оценил все почетные знаки отличия на одежде вождя. Он знал, как смуглые неутомимые руки индианки прикрепляли крашеные иглы дикобраза. Вышивали бисером. Выделывали мягкую оленью кожу для рубахи. Под священные магические песнопения шамана пришивалась бахрома из скальпов, которые вождь снял с врагов собственноручно. В свое время мне и самому приходилось снимать скальпы. Вспоминал про себя Бидж. Но я никогда не заходил так далеко, чтобы эти скальпы выделывать на огне. Да еще и петь над ними ритуальные песни. Наконец-то старый воин что-то тихо проговорил. И юноша перевел. Он не понимает, как отец мог прогнать сына. Со своими сыновьями он так бы не поступил. Мой отец расскажет вам одну историю. 3 года назад у шаеннов была стычка с белыми солдатами. 5 солдат было убито. И лагерь шаеннов был окружен. Белый вождь сказал, что должен убить 5 воинов шаеннов. А в случае отказа подчиниться его требованию расстреляет всех женщин и детей. Прямо в их жилищах. Но те шаенны, которые убили белых солдат, сбежали. И несмотря на это, 5 других воинов явились в форт и были убиты белыми солдатами. В тот день мой старший брат, один из 5 воинов, тоже спел свою песню смерти. Но не потому, что мой отец недолюбливал его. Он совершил это, потому что был смелым и не боялся умереть за свой народ. Мой отец был жесток, тихо промолвил Фрэнсис Мейсон. Я испугался. И мне теперь стыдно. Это все, что я могу сказать. Наконец, Бидж Уилкокс нарушил молчание, произнеся по-английски. Мейсон попросил меня попытаться найти человека с красной меткой на лице. Вот почему я отправился к шаеннам. Я знаю воина, священная метка. Мой отец знает вас, ответил молодой воин. Но он не знает никакого белого человека с красным знаком на лице. Может быть, тот белый уже умер. Бидж, прищурив глаза, посмотрел в сторону желтых холмов, но не увидел никакой опасности оттуда. Он заметил, что вождь и молодой воин, ожидая возможного появления солдат, посматривали в другую сторону. В те времена выкуренная трубка означала только перемирие, но не дружбу. «Я хочу рассказать давнюю историю», — сказал Бидж. Скорее всего, вождь шаеннов помнит те времена, когда здесь было не так много белых. Я тогда был молодым, охотился, был траппером. Однажды в стычке с индейцами я потерял все: лошадей, меха и ружье. Мой отец считает, что вы тогда добыли свой ку, добавил молодой индеец. Бидж мрачно усмехнулся. Прежде чем сбежать, я насчитал 4 ку. Но я был вынужден голодать. Человек не может есть ни скальпы, ни свою злость. Через несколько дней я добрался до фактории. Но мне нечего было продать. А нужны были лошади, капканы, одеяло, ружье и другие вещи. В форте я встретил белого молодого человека,
который дал мне все, в чем я нуждался. У него на лице была красная отметина в виде руки. Он сказал, что его зовут Каин. Фрэнсис Мейсон ошеломленно посмотрел на Биджа, но сдержался и ничего не сказал. Каин никогда много не говорил. Он пришел с верховья речки вместе с трапперами. Что-то искал, но никогда не говорил, что именно. И хотя у него было довольно-таки отличное ружье Ментон, но он научился убивать бизонов с помощью лука. И никто не мог понять, почему он хотел стрелять из лука. В фактории он общался с индейцами и выучил несколько индейских слов. Когда молодой индеец переводил, Бидж обратил внимание на то, что старый воин не сделал никаких попыток спрятать лежавшее у него на коленях ружье. Разбитый приклад был стянут медной проволокой. И ружье было фирмы Ментон. Мы с ним вместе охотились 1 сезон. Продолжал Бидж. Он хотел научиться жить в лесу. Когда это было переведено, старый вождь немного засмеялся. Отец говорит, что это шутка. Этому не нужно учиться. Каждый знает, как жить в лесу. Для молодого человека, которого я знал, это не было шуткой. Зимой мы вместе охотились. Иногда замерзали и голодали. Но чаще ели бизонье мясо. Однажды мы сражались с воинами племени Кроу. В другой раз с шошонами. Дважды за нами гнались воины племени черноногих. Обычно Каин писал что-то в маленькую книжку. Он писал стихи. Произнес про себя Бидж. Но сейчас не время напоминать об этом. «Ну что же ты молчишь, дружище? Действуй же. Скажи, что ты его брат». В конце концов, Бидж не имел в виду предательства. Это будет просто праздником 2 уже немолодых людей. Биджа Уилкокса, которому нужна $1000. И того, кто был когда-то Чарльзом Мейсоном и кого прогнал собственный отец. Ну же, вернись домой с волосами, заплетенными в косы, и с украшениями в ушах. Мысленно советовал ему Бидж. Покажи им, кем ты стал. Человеку редко выпадает такой случай расквитаться за все. Возвращайся. И через 30 лет снова стань Чарльзом Мейсоном. Твоя жена уже состарилась. Сыновья позаботятся о ней. Вернись. И перед смертью поживи же еще белым человеком. Весной мы двинулись на юг. Продолжал Бидж свой рассказ. У меня в колене застрял наконечник индийской стрелы. Каин вырезал его ножом. Но моя рана начала гноиться. Я не мог ехать верхом, а индейцы следовали за нами по пятам. Каин был храбрым человеком. Хотя он не знал, какие индейцы идут за нами, он развернул коня и направился им навстречу. И привез шамана, чтобы тот залечил мою рану. Через 4 дня я был здоров и снова мог ехать верхом. «Ради всего святого!» — воскликнул Мейсон. «Что случилось с тем белым?» «Не перебивайте», — прорычал Бидж. «Индейцы считают это дурным тоном». Взглянув в лицо старого воина, он продолжил свой рассказ. «Я не знаю, что случилось с молодым человеком,
которого звали Каин. Не знаю, какие это были индейцы. Я был слишком тяжело болен. Но когда лихорадка прошла, то я был один с моими лошадьми и тюками меха. Немного погодя, еще будет время вернуться к тому, что в рассказе было ложью. На самом деле, Каин говорил: «Я не пойду с вами, Бидж. Я нашел то, что искал. Я нашел мой народ». Теперь Бидж понял, что он имел тогда в виду. Бидж также помнил, что перед тем, как расстаться, Каин сжег маленькую книжечку, в которой что-то постоянно писал, и Библию, которую носил в своем мешке. Если он мертв, продолжал свои рассуждения Бидж. В моем сердце тяжесть. Он был храбрым человеком. Священная метка что-то коротко сказал. И его сын перевел. Мой отец говорит, что был рожден Шайенном. Фрэнсис Мейсон был поражен, но не промолвил ни слова. Его отца звали Человек-Бизон, продолжал молодой воин. А матерью была та, которая поет. Так вот оно что, мысленно прокомментировал Бидж. Человек-Бизон тогда как раз оплакивал погибшего сына. Значит, это он усыновил Каина. Священная метка говорит, что родился в жилище Шайеннов. Продолжал молодой индеец. Человек-Бизон. И та, которая поет, были довольны, что у них такой сын. И что у него знак на щеке. Это хороший талисман. Он означает, что враги не убьют его. Бидж помнил, как в ту зиму, когда они вместе охотились, молодой белый сказал: «Господь отметил Каина знаком, чтобы его случайно не убили». Священная метка поднялся на ноги. «Он расскажет вам историю», — перевел его сын. Сопровождая свою речь величавыми жестами, свойственным индейским ораторам, человек, чьи седые косы были перевязаны кожей выдры, нараспев начал свою речь. Молодой индеец переводил. «Когда я был молод, я думал только о себе. Я всего хотел для себя, не для других людей. Как-то я участвовал в одном сражении и привел в лагерь Шайеннов 8 лошадей. Я хотел взять себе жену. Девушку по имени Высокая Трава. Всех этих лошадей я послал в подарок ее отцу. Но он не принял подарка. Он боялся, что ты не останешься в племени», — подумал Бидж. Не доверял белому. Шайенны всегда дорожили своими женщинами. «Я решил пройти испытание на священном шесте», — продолжал вождь. «В надежде хотя бы после этого получить девушку. Человек-Бизон был моим наставником в священном типе. Он хотел, чтобы я достиг желаемого. 4 дня я ничего не ел и не пил, только молился и пел священные песни. Потом Человек-Бизон подрезал кожу на моей груди и продел в нее ремни, привязанные к священному шесту. Я плясал, но кожа на груди так и не порвалась». Фрэнсис Мейсон вздрогнул. Я молился мудрейшему там, наверху, чтобы он помог мне. Но кожа не разорвалась. Я висел на шесте почти до захода солнца. И тогда мне явилось видение. Красная рука. Я понял, что это добрый знак.
Когда я висел на ремнях, люди приносили подарки, подвешивая их, чтобы тяжесть помогла мне освободиться. Моя мать принесла раскрашенную рубаху в подарок бедным. Ее сестры тоже принесли тяжелые подарки. Я видел, как много они делают, чтобы помочь мне. И мое сердце наполнилось силой. Я потянул сильнее. Но кожа была слишком прочной и не разорвалась. Тогда пришла та девушка, которую я хотел взять в жены. Она повесила очень дорогой подарок для бедных. Тяжелый котелок. Я понял, что она согласна стать моей женой, и ее отец примет в подарок лошадей. Я почувствовал большое сердце моего народа. Рванулся. Сорвался с ремней. И душа оставила мое тело. Но руки моего отца подхватили меня, не дав упасть. Я родился заново. С тех пор я перестал думать только о себе. И пытаюсь помочь моему народу. Я уже стар. На мне боевая рубаха. И это тяжелое бремя. Но пока я жив, я не сниму ее. Он опустился у костра и закрыл лицо краем плаща. Фрэнсис Мейсон, сжав кулаки, пристально смотрел на него, с ужасом и восхищением. Бидж тоже был потрясен. «Индейцы проходят через пытки», — размышлял он. «Но я никогда не слышал, чтобы это делал Белый. Я благодарю моего брата, вождя Шайеннов, за то, что он рассказал мне эту историю», — устало произнес Фрэнсис Мейсон. В его голосе звучало такое уважение, на которое Бидж вообще не считал его способным. «Я хотел бы, чтобы мой брат вернулся со мной в наш дом». В этих словах Мейсона не было ни надежды, ни веры. Только одно упрямство. Священная метка благодарит своего белого брата. Перевел молодой индеец. Но он не может поехать с ним. Это слишком далеко, и он должен заботиться о своем народе. У шайеннов есть враги. Иногда его народ голодает. Потому что теперь трудно находить бизоньи стада. Мой отец считает, что молодой человек, прозванный Каином, давно умер. Фрэнсис Мейсон молча кивнул. Он посмотрел на Биджа Уилкокса, ожидая подсказки, как закончить встречу. Но Бидж ждал. Решение было за священной меткой. Он обладал огромным авторитетом и почетом, и Бидж это прекрасно осознавал. «Это подарок от меня, моему брату Шайену», — сказал по-индейски Бидж. «Такое братство, — подумал он, — обойдется мне в $1000. Кожа на лице старого человека, чувствительная», — сказал на языке шайеннов священная метка. А когда лицо мужчины покрывается волосами, то их надо убирать. На лицах индейцев не очень-то много волос. Напомнил ему Бидж. «Я родился шайенном, когда висел на ремнях священного шеста», — терпеливо повторил вождь. Фрэнсис Мейсон подозрительно посмотрел на них. И Бидж сказал по-английски: «Это отличные пони. Они тоже подарок от Мейсона». Священная метка, не торопясь, осмотрел пони. Кивнул, соглашаясь их принять. Он передал своему сыну другие вещи с одеяла. Кусок красной ткани, мешочки с бисером, зеркальца, шило и крепкие иглы, чтобы сшивать кожу. «Это для жены вождя»,
сказал Бидж, если он хочет сделать ей подарок. Теперь на одеяле не осталось уже ничего, кроме вещей, которые были заготовлены, как ловушки. Паутина, сотканная веха. Вот и пришло время отомстить, подумал Бидж. Мой папаша высек меня, и я убежал. Но он никогда не выгонял меня из дома, как сделал твой отец. Ну а теперь скажи Фрэнсису Мейсону правду. Ты это сделаешь или я? Но все равно мне достанется моя $1000. А ты отомстишь. Бидж наблюдал за человеком в боевой рубахе Шайеннов. И в то же время чувствовал, как напрягся Мейсон. Наконец-то вождь наклонился и взял золотой медальон. Он должен был сделать это раньше. Намного раньше. Пожалуй, даже этот чужак знает, что индеец не стал бы так долго избегать такой блестящей побрякушки. «Это миниатюра, портрет матери Чарльза», — сказал Фрэнсис, выкладывая медальон на одеяло. Вождь Шайеннов повернул медальон на золотой цепочке и посмотрел на изображение давно уже мертвой, улыбающейся белой женщины. Он смотрел на портрет, но ничто в его лице не изменилось. «Долго ты еще будешь играть с чужаком?» — удивился Бидж. Потом он поднял за цепочку большие серебряные часы и стал разглядывать их с наивным восхищением. Услышав тиканье, он приложил их к своему уху. Затем, с выражением растерянности и гнева, забросил их подальше. Фрэнсис Мейсон онемел от удивления. Священная метка что-то проворчал. Он говорит, что это должно быть плохой амулет. Перевел Бидж. Иначе он бы не разговаривал. Разговаривать могут только живые люди. И духи. Он не хочет иметь ничего общего с духами белых людей. Вождь Шайеннов стоял, хмурясь, и подозрительно смотрел на Фрэнсиса Мейсона. Потом повернулся спиной. Дважды он избежал паутины веха. Но еще одна вещь осталась на одеяле. Небольшая зеленая книжка. Он осторожно, неловко поднял ее руками, которые больше привыкли к луку и ножу, и проливали кровь. Такую же алую, как отметина на его лице. Бидж затаил дыхание при виде того, как осторожно и почтительно рассматривал священная метка, маленькую книжку. Он подносил ее близко к глазам, потом отодвигал на вытянутой руке. Переворачивал. С глубоким почтением перелистывал страницы. Как человек, имеющий дело со священной вещью. Амулетом из перьев и меха. Неужели ты не видишь имя? Чарльз Мейсон. Написанное золотом на обложке. С удивлением заметил Бидж. Паутина веха задрожала, но ничего не поймала. Глаза Шайенна были слепы к золотым буквам, которыми было написано имя белого человека на обложке. Его гордость была безграничной. Он принял страдания в священном типе. Висел на ремнях церемониального шеста. Сердца Шайеннов бились в едином ритме с его собственным сердцем. И это помогло ему освободиться. Он родился заново. Он голодал вместе со своим народом. Истекал кровью от ран, полученных в сражениях. И тех ран, которые наносил себе сам, чтобы добиться поддержки духов. Он прошел все невзгоды вместе с Шайеннами.
и вполне бы мог заставить себя отказаться от книжки, которую белый человек оценил бы очень высоко. Священная метка протянул книжку стихов Чарльза Мейсона своему брату Фрэнсису, вежливо сказав на языке шайеннов: «Может быть, это и хороший амулет для белых людей. Я не знаю. Но это не для моего народа». Биджу Уилкоксу хотелось завопить, но он подавил крик. Когда молодой индеец завернул все подарки в одеяло и навьючил его на одну из лошадей, тогда старый воин произнес еще одну речь. «Я не понимаю белых людей и не хочу больше их видеть. Они уничтожили бизонов, и мой народ теперь голодает. Они убивают моих молодых воинов, и наши женщины плачут в своих жилищах. У наших детей нет отцов, которые могли бы добыть мясо. Я не хочу больше видеть белых людей. Я буду убивать их всех, пока не умру». Мейсон должен вернуться к себе домой и оплакивать своего брата. Я считаю, когда он был еще молод, то этого человека убили воины племени Пауни. Я рожден шайенном. Моим отцом был шайен по имени Человек-Бизон. Моей матерью была шайенка по имени та, которая поет. Я участвовал во многих сражениях. Ходил на войну с одним копьем, чтобы показать, что не боюсь умереть. Но теперь я иду в бой с ружьем, так как боюсь, чтобы не умер мой народ. Произнося слова нараспев и покачиваясь, он продолжал говорить. Бахрома из скальпов на рукавах боевой рубахи тоже покачивалась. И солнце ярко освещало красный отпечаток руки на его лице, а также освещало на его руках шрамы жертвенных ран. Я ношу боевую рубаху. Это тяжелое бремя. Тот, кто ее носит, всегда должен быть первым в бою и может выйти из боя только последним. Он должен заботиться о своем народе и дать людям все, что им нужно. Он никогда не должен гневаться, если кто-нибудь из его народа нанесет ему обиду. Один человек увел у меня 2 лошадей, но я простил его и дал ему еще 1 лошадь. Я сохраняю мир в моем народе. Мне хотелось бы снять боевую рубаху, но я нужен моему народу. Я буду носить ее, пока будут силы. Когда его сын закончил переводить, священная метка сказал: «Теперь нам пора». Неловко, как всякий индеец, пытающийся копировать обычаи белых, вождь пожал руку Мейсону и Биджу Уилкоксу, и каждому произнес на шайенском языке: «Прощай, брат мой», и отвернулся. Бидж смотрел, как они уходят, и подумал: я дал ему шанс, а он им не воспользовался. Я еще могу позвать его. Стоит мне только сказать: это тот самый человек. И я получу $1000. Он со злостью смотрел, как индейцы садятся на своих лошадей, и продолжал мысленно спорить сам с собой. Каин тогда спас мне жизнь, но за это заплачено карабинами. И казалось бы, что слова сами возникали на его губах. Но он не издал ни звука. Наконец-то Бидж вздохнул и произнес: «Тот молодой человек, которого я знал, наверное, давно умер. Человек, рисковавший так, как он, долго не проживет».
волосы на рукавах его рубахи. «Это что?» — спросил Мейсон. «Индейские скальпы. И он добыл их сам». Значит, на свете действительно было два человека с таким родимым пятном, решительно произнес Мейсон. Мой брат Чарльз никогда не стал бы дикарем. А я так надеялся. И был так уверен. Индейцы, ведя за собой пони, почти уже достигли желтых холмов. Странно, размышлял вслух Фрэнсис Мейсон. Удивительно, что наравне с этими чудовищными обычаями дикарь, только потому, что на нем боевая рубаха, следует правилу прощать того, кто причинил ему зло. Так сказать, индейская версия золотого правила христиан. Этот человек родился в лагере шаеннов. Резко сказал Бидж. И никогда не слыхал про золотое правило. Наконец-то оба индейца исчезли за холмами. Когда Бидж, слегка прихрамывая, шел за лошадьми своей и чужака, то он в конце концов понял, почему ничего не сказал, чтобы заработать сребреники Иуды. Мы следуем разным правилам. Старый боевой вождь. И я, размышлял Бидж. Он избрал индейский путь. А я клянусь Богом. Я ведь, несмотря ни на что, цивилизованный человек.